Слава Украине, привет всем от Полонского. Ребята, хотел начать с бавовны, но бавовна будет немножечко позже, следующим роликом. А пока что по выборам, потому что вчера были сразу в двух странах, от которых мы очень сильно зависим, от Румынии и от Польши. Были выборы, которые, для нас просто были крайне важными. Почему? Потому что я не буду трогать в этом ролике, скажем так, то, что эти кандидаты в Румынии и в Польше предлагали на внутренний рынок. Нас касается только то, что они предлагают в отношении Украины. И вот в Польше, как и в Польше, так и в Румынии, и там были кандидаты, которые, ненавидят Украину. И это очень плохо. Вот. И слава богу, что они проиграли. Сразу скажу, что ни там не прошли. Значит так, начнем с Румынии, потому что там был второй тур президентских выборов, и он все закончился. В Румынии есть новый президент. Фамилия его Дан, и он является примером Бухареста, то есть мэром. Мэр Бухареста победил на выборах, победил абсолютно... он победил румынского Трампа, будем говорить так. Чувака, который, как он говорил, обещал вернуть Румынию румынам. Но это лозунги Жириновского. Да, это все внуки Жириновского. Дети капитана этого, как его там, лейтенанта Шмидта, да? Кто читал там «Золотой теленок»? Дети лейтенанта Шмидта. Вот, это все духовные сподвижники Жириновского. Каждой бабе по 3 мужика, каждому мужику по 4 бабы. Вот, и что ты хочешь? Да, я, говорит, хочу Мерседес, на тебе Теслу. Да, что ты хочешь? Теслу, на тебе космолет, на Альфа Центавру летать будешь. Задом наперед. Вот, то есть популист, который обещает всем все и сразу, понятное дело, после прихода к власти вот будет как с Трампом. Все через пень-колоду. Это опять-таки, это их внутренние дела. А в Румынии была очень сложная ситуация. Значит, Дан против этого Симеона, который против Украины. Для нас это важно. Симеон заявил, что он не допустит ни одного шеляга, что называется, помощи Украине. Более того, он перекроет границу для нашего зерна, чтобы ни одно украинское зернятко не прошло через территорию Румынии и так далее, и так далее. То есть, вражина. Для нас это просто вражина. Надо сказать, что этот Симеон, он был персоной нон-грата как в Украине, так и в Румынии. За свои выражопования по-другому даже не скажешь. Я не знаю, насколько он у нас, не знаю, то есть Молдова и Молдова и Украина объявили его персонами нон-грата, то есть уже давно. Вот, то есть, чувак такой еще. И, скажем так, у него были все возможности выиграть, потому что первый тур он выиграл с большим отрывом. У него был 41% голосов против 20 или 21 у Дана. Вот. Но надо сказать, что остальные кандидаты, которые шли за ними, из-за которых люди голосовали, там уже люди, скажем, такие кандидаты, которые, вряд ли стали бы голосовать за вот этого самого Симеона. Хотя проголосовала часть, да. И что еще очень интересно, что... Вот диаспора больше проголосовала, а диаспора это что в основном? Западная Европа, больше проголосовала за Симеона. И я сейчас расскажу, в чем тут дело, потому что это общий, в общем-то, общий тренд как для Польши, так и для Венгрии, так и для Румынии, так и для нас будет со временем. Пока для нас не актуально, но надо принимать во внимание. Почему? Прежде всего, да, чем закончились выборы в Румынии? В Румынии победил со счетом 53 с лихвой процентов против, если я не ошибаюсь, 46 там с чем-то процентов победил Дан, он новый президент Румынии. Симеон заявил, что самое смешное, да, было во время выборов, это Симеон, значит, еще никто ничего не считал. 10 часов вечера, выборы только закончились, значит, вообще никто ничего не считал. Симеон пишет, я новый президент, и ставит флажок. Когда присмотрелись, флажок оказался Республики Чад. Он поставил, он не в курсе, какой у него в стране флаг государственный. Вот, после этого, ему показалось это тоже красивый в Чаде. Вот. Я, кстати, не знаю, как к этому отнеслось посольство Республики Чад, то есть, что у них будет такой президент. Вот. Вот он теперь, он и стал президентом Республики Чад, президентом Румынии он не стал. Вот. То есть, это было очень смешно. Вот. Он не признал результаты выборов, сегодня, значит, просит своих сторонников, а его сторонники это в основном, вата местная, да. Вот те же, кто голосовал за Жириновского, вот сегодня
голосуют за Симеона. Вот. Сегодня выйти на улицы, значит, протестовать, хотя там нечего протестовать, нечего пересчитывать, понимаете, если бы там, скажем так, колебалось полпроцента, там, десятая часть процента количества голосов, разница, то оно было бы одним, как бы, коленкором. Разница в голосах там больше 800 тысяч, поэтому, ну, тут нет даже смысла пересчитывать, потому что огромная разница, вот, поэтому тут такое, только покричать. Конечно, да, еще один очень важный момент, этого Симеона истерически поддерживали в Кремле и правильно, в Вашингтоне, да, в Вашингтоне. Сколько поддержки, что ему, а Симеон это же духовный продолжатель вот этого русского шпиона Джорджеску, да, помните, которого вышвырнули к чертовой матери с выборов 2 месяца назад. Да, сколько слез Илон Маск пролил по Джорджеску, сколько они поддерживали Симеона. И одновременно, они, видите, они спелись, как трамписты с кремлядями. Спелись и просто, вы о чем? В поддержке вот этих вот товарищей, они, конечно, да. Ничего не получилось, видите, Румыния получилась более зрелой страной. Я всегда говорил, что Румыния более зрелая и более демократическая и, знаете, с более глубокими традициями страна, чем Соединенные Штаты Америки. Это очевидно. Ну, Соединенные Штаты Америки сколько существует? 200 или 250? А Румыния больше 1000. Ну, вот в этом разница, как говорится, да. Румыны жили в Римской империи, кстати, да. Было дело. То есть, ну, скажем так, это зрелая страна, а Соединенные Штаты это еще компот такой, знаете, который бурлит, и в котором Трампы вот эти вот извергаются из. Ну вот. Ну, да, ладно, оставим сравнение. Значит, в Румынии победил президент, который заявил, что будет помогать Украине, что граница останется открытой, что между нами будут хорошие добрососедские отношения, а это то, что нам нужно. Все. По Польше, друзья мои, в Польше первый тур выборов был, да? И прошли 2 кандидата во второй тур, ни один из которых не является враждебным к Украине. То есть это один Цасковский, а второй Навроцкий. Да, так вот, они, да, еще был один кандидат, это товарищ, даже я бы сказал 2 кандидата. Значит, один это Менцен. Менцен это просто ультраправый, ну ладно, то, что ультраправый, это дело поляков. Вот. Но он яростно против Украины, это значит, представитель конфедерации, партии Конфедерация, яростно против Украины, поддержан Россией, естественно. И еще один это Браун. Значит, этот самый Менцен набрал 15,4, Браун набрал 6,2% голосов. Вместе они набрали, получается, да, 21,5% больше. И это очень много, друзья мои. Особенно если учесть, что за них голосовало более 30% молодежи от 18 до 29 лет. Вот. Оба, скажем так, против Украины, оба против Евросоюза и так далее. В чем тут дело? И, кстати, это касается и Румынии, и Венгрии, и всех остальных. Почему так это дело происходит? Смотрите. Что они предлагают? И почему это импонирует молодым? И почему кандидаты, которые вроде бы прошли во второй тур, на следующих выборах уже могут не пройти, а пройдут именно вот эти. Все довольно просто. Ребята, посмотрите на сегодняшнюю Францию, Германию, Великобританию, Испанию. Толпы мигрантов прут через границы, просто орды. Орды мигрантов прут через границы. Россия то же самое, никакой разницы нет. Тут в этом плане работают абсолютно одинаково под копирку. Происходит замена населения. Прут люди, которые, значит, не имеют ничего общего с культурой, религией, традициями местного населения, то есть испанцев, немцев и так далее в Европе, вообще являются представителями, скажем, ну, мало того, что они не имеют никакой связи, они еще и, как правило, неграмотные, они еще, как правило, агрессивные, и они еще, как правило, не собираются работать. Почему они прут в эти страны? Ну, тут все довольно просто. Там есть социальное пособие. Поскольку эти кадры в основном работать не очень-то хотят, вот, а их задача как? Зацепиться и хамулу свою перетянуть туда, из Марокко это еще хороший вариант.
Вот. А если там Судан какой-нибудь и так далее, вот это уже дремучие варианты, да, там Чад, Республика Чад, вот это, где Симеон стал президентом. Вот, и так далее. Нигер. Вот это варианты те еще, да, очень хорошие. Буркина-Фасо, Центральноафриканская республика, Уганда и по списку. Замечательно. Бангладеш туда же, да. Вот. И что делают правительства вот этих стран? Вместо того, чтобы, значит, развернуть, вот приплыла лодка, развернуть ее, пинка под зад и отправить назад в Африку. Что они делают? Они им раздают мобильные телефоны, дают им карточки, дают. А эти сразу уничтожают свои документы, никакой связи с республикой, благословенной республикой Нигер или Чад уже не имею. Все. Или Южный Судан, или еще что-нибудь в этом роде. Вот я все, я уже все, испанец. Они их, значит, дают им пособие и так далее. Эти посидели, вызвали туда семью, легализовались, там вызвали семью, а те еще, а те еще. И в результате получается ужас. В результате получается ужас. Вот. И, конечно же, молодое поколение смотрит на это, что ты платишь налоги, вот, а твои налоги используются на каких-то вообще левых, каких-то вообще лыгарей, которые туда приперлись неизвестно откуда, не имеют никакого права там находиться. Но расселись, получают, значит, деньги за твой счет и так далее. Естественно, что молодым это не нравится. И вот такие, как Браун и Мэнсон, они имеют все возможности в данной ситуации только повышать свои ставки. Почему? Они выступают, в принципе, против социальной помощи. Вообще против социальной помощи. Если ты хочешь что-то хочешь, значит, иди и заработай. Ну, правда, у меня в этом случае, я не знаю, я не читал их, опять-таки, их комментариев, а что делать инвалидам? Вот. Но, в принципе, я понимаю, что инвалидам деньги будут, если перестать платить вот этим вот захватчикам. Вот. То есть я тут даже и согласен. Я вам честно и откровенно скажу, я абсолютно согласен. Никакой социальной помощи вот этим вот захватчикам земли, которые черти откуда прибыли, там, из какой-то Уганды, ну, никак не может быть. Их нужно только отправлять домой. Это нелегалы, которые приехали тут жить вместо тебя. Это очевидно. И поэтому вот у них такое количество голосов. И поэтому вполне возможно в следующих выборах они уже и выиграют. Вот, слава богу, это уже будет после войны. Вот, поэтому, а нам нужно на это смотреть и делать выводы. Никакой социальной помощи вот этим вот, которые сюда прибывают. Никогда, ни при каких обстоятельствах. Кроме тех, кто воевал в составе ВСУ, этих я не трогаю, да, тут отдельная история, этим можно давать гражданство, тут это без вопросов вообще, тут не хочу их трогать. Вот. А вот я имею в виду именно вот этих вот, которые хотят приплыть, значит, на лодочке или на самолетике прилететь и так далее, и пожить тут вместо нас. Вот там уже у нас некоторые дегенераты тоже говорят, что нам не хватает рабочих рук, нам это, с Бангладеш надо, говорит, привезти. Дома у себя их рассели, с Бангладеш. Дома у себя посели на кухне, человек 50. И потом расскажешь, надо оно с Бангладеша, не надо. Потому что, я же говорю, у нас есть такие. Вот. То есть по Польше, смотрите, два вот этих кандидата, которые победили. Значит, Тросковский и Навродский. Первый, как бы он нам, первый нам, в принципе, даже не Троцковский, я не знаю, там Р у него есть фамилия, ну, пишут они Рафал Часковский, ну, хай будет Часковский, правильно так. Мэр Варшавы, в принципе, нормальный мужик и все остальное в стиле вот Дана в Румынии. Нормален к нам. Победит ли он, я не знаю, потому что он набрал 30, чуть больше 30%, его противник чуть больше 29%. Там все что угодно может произойти во втором туре. Все что угодно, абсолютно. Вот. Второй, Навродский, он тоже, в принципе, он, слава богу, что он против России, по крайней мере. Да, это директор Института национальной памяти, то есть он занимается как раз всей антироссийской агитацией и так далее, и так далее. Но он выступает ярко и против Украины, то есть против, ну как против Украины, он выступает против того, что у нас Бандера. Бандера ему страшно не нравится. Это понятно, потому что там, вы же помните, 47-й год, война между армией Краевой и УПА. Да, там было, конечно, грустно, да, вот.
То есть он против этого, и он требует эксгумации жертв Волынской резни. Ну, мы со своей стороны тоже можем потребовать эксгумации наших жертв, которые там были. Жестко было, жестко тогда было, к сожалению. Воевали не с теми, надо было с русскими воевать, воевали между собой, мы с поляками, ну что поделаешь. Вот, но тут с этим договориться можно. То есть, скажем так, ярких антиукраинских лидеров там нет. Таких, что вот совсем плохо, совсем-совсем плохо. Вот, первое и второе место, скажем так. Можно договориться и с тем, и с другим. С одним проще, с Шасковским проще, а с Навродским сложнее, но ну, как-то будем договариваться в любом случае. Вот, тем паче, что там еще премьер-министр имеет кучу власти, а там Туск никуда не девается в Польше. Поэтому подождем через 2 недели второго тура выборов. Там не будет такого краеугольного, знаете, катастрофического варианта, как был вариант бы с Симеоном в Румынии. Представьте себе, что там румынскую границу перекрывают. Грустно, правильно? Вот и я за это тоже. Вот. Тут нам границу в любом случае не перекроют. Я так буду надеяться, что все будет более-менее нормально. Просто, я же говорю, с Навродским будет гораздо сложнее. И самое главное, что нам, что полякам, что румынам надо делать правильные выборы, правильные выводы из прорыва вот правых партий в Европе. Это же и в Нидерландах происходит, это и в Австрии происходит, везде право. И в той же Германии, вот Мерц, он же правый, тоже, он сейчас там тоже взялся за эту миграцию вот этих вот левых пассажиров, которые приезжают в страны Евросоюза, этих фейковых этих беженцев. Вот. С моей точки зрения, как я считаю, чтобы не было вот таких проблем потом, надо делать очень просто. Прибыл, без визы, без ничего, развернули, пинок под зад, иди домой. Иди домой, откуда ты там, или откуда ты прибыл. Вот и все. А брать, да, гражданство можно давать и так далее тем, кто воевал в ВСУ во время войны, вот, тем, кто соблюдает наши обычаи, уважает и является членом нашей религии и так далее, и так далее, и так далее, по списку, да, вот тогда можно. А если нет, ну извините, нафиг.